Всем привет! Сегодня у нас небольшой ностальгический обзор. Собственно, обзорчики всегда набором, которым лет 40-50, а то и больше, они все в каком-то смысле ностальгические. Но сегодня особая тема. Есть такая коробочка. Звезда, немецкая противотанковая пушка ПАК-40. Артикул 3506. Почему, собственно, под особым заголовком, почему ностальгическая? Потому что, собственно, этот наборчик, в каком-то смысле, да, этот наборчик, понятно, выглядел по-другому. Это одна из первых моделей, которые я вообще собирал в жизни, в глубоком детстве, в 90-х годах. Это было черт знает сколько времени, но так что, скажем так, определенные воспоминания связаны. Что интересно, да? У нас есть наборчик, да, у нас есть боксартчик замечательный. Мне всегда он, кстати, нравился. Боксарт не поменялся с тех времен, с 90-х. Но мы сейчас к этому вернемся. Тут, кстати, даже есть подпись художника 93-й год. То есть это, видимо, может быть не самый первый боксарт, но может быть второй. То есть как минимум уже боксар 93-го года. Хотя сам набор гораздо старше. Так. Коробка у нас новая, то есть это новый перевыпуск звездовский, то есть решили они стряхнуть, так сказать, немножко со старичков пыль. В очередной раз это, видимо, перетряхнули там свои старые, не знаю, пресс-формы или что там у них, и перевыпустили в новой коробке, но бокс-арт перерисовывать не стали. Короче, 108 деталей, 15,5 сантиметров, краткая историческая справка, но сейчас читать не буду, посмотрю, что там дальше может. И фотка собранной модели по их традиции, да. Тут тоже будут свои приколы. Так вот, моделька на самом деле жутко древняя. И в чем прикол? Тут, конечно, уже нигде это на коробке сейчас не обозначено, собственно. То есть звезда считает модельку, видимо, своей. Но в 90-х, когда этот набор покупался мне, маленькому шкету, звезда писала честно на коробках, что это типа как, по-моему, они это писали как совместное производство с фирмой Италери итальянской. Кажется, это было как-то так называлось. Или просто в сотрудничестве, не суть важно. В общем, прям так и писали на коробке. То есть был шильдик звезды, был логотип Италери. Собственно, неудивительно, звезда, та самая звезда, она лобнинская в 90-х. Насколько я, собственно, сужу, не погружаясь в тему именно с точки зрения там поиска каких-то источников, а вот по своим, так сказать, ощущениям. То есть у меня первые модельки были, почти все звездовские. Соответственно, они начинали именно как в каком-то смысле с партнерства с Италери, и это было, собственно, даже на коробках все видно, хотя, в принципе, на тот момент, может быть, они могли об этом и не писать, а может, договоренность была писать, не знаю. Короче говоря, походу, они то ли получили в лизинг там какие-то пресс-формы, то ли купили, может быть, даже им пластик уже готовый завозили. Но я подозреваю, что все-таки, наверное, пресс-форма им Италери старая передала, и была целая такая линейка италеревских моделек. Они начинались именно даже прям с логотипом Италери на коробках вместе со звездовским. Потом там, конечно, логотипы Италери постепенно исчезли. Это чисто звездовские модельки. Но, в принципе, очень много до сих пор моделей 90-х, которые паковала звезда. Они до сих пор даже, кстати, существуют. Они все, собственно, корнями уходят в италеревские пресс-формы. То есть, например, у меня одни из первых моделей, которые мне попадались на глаза и потом были куплены, это, например, линейка итальянской бронетехники военного периода. Казалось бы, то есть, до чего бредово, да, в России, как бы, 90-х годов юным моделистам продавать итальянскую бронетехнику, то есть, там всякие, там, помню, танк М1340, там, потом на его же базе, там, самоходка была довольно прикольная, не помню, как она там, Сильмовента или что такое называлась. То есть, в принципе, я помню, мне как ребенку, в принципе, было как бы пофиг, мне нравился сам факт, что это типа танк, он супер красивый, прикольный, детализированный.
Да, но это было забавно, то есть, что Италия спихивала по ходу звезде свои старые пресс-формы, но при этом, видимо, из тех пресс-форм, которые ей были, видимо, не жалко, это оказались как раз итальянская бронетехника. Ну, там немецкая была, там была Т-1, я помню, был Т-1 командирский, там еще несколько таких танков тоже итальянских. Сейчас это все типа как раритеты. Вот если ПАК-40 звезда перевыпускает, то вот старую линейку немецких танчиков, там что-то еще, они, по-моему, так, собственно, в безвестности и сгинули. То есть нет их больше. Так ладно, даже покажу, наверное, сейчас картинку. Вот, собственно, есть такая у нас тема. Skillmates. Соответственно, моделька, которую я покупал, по-моему, она выглядела вот так. То есть это датировано 90-м каким-то годом. Тот же боксар, заметьте, да. Все еще красуется логотип Италери тут же. И, значит, английское название крупно там даже. Блин, почему-то английские наименования, причем гораздо крупнее даже, чем на русском. Такое ощущение, что они что, планировали это на экспорт, что ли, продавать. Не знаю. Боксер, кстати, мне очень нравится, он очень такой прикольный, меня прям он захватывал. И, кстати, на обороте, вот насколько я помню, была вот эта картинка. То есть там была еще на обороте вторая картинка, и она меня тоже завораживала, потому что я, например, на тот момент не знал, что в такого понятия, как диорамы, можно вот такие вот штуки делать. Мне это все казалось какими-то офигенно детализированными солдатиками. Думаю, ничего себе такое бывает. Смотри-ка, тут типа брусчатка, там немцы, все такое. И вот, собственно, да. Ну и, так сказать, менее веселый, но занимательный факт, что если проследить италеревскую постать жизни этой модельки, можем увидеть, что моделька существует с 70, мать его, 4-го года, блин. То есть ей как минимум уже... Ей даже просто страшно представить, сколько ей лет. То есть это где-то под 50 лет, короче, этой модели, этим пресс-формам, судя по всему, и они до сих пор в 2020 году ее звезда перевыпустила. Так, ну, из приколов, наверное, будем заглядывать уже внутрь. Так сказать. Пришельцы с детства иногда не возвращаются и так далее. Так что придется, так сказать, встретиться с призраками прошлого. Ну, ладно, я шучу. На самом деле моделька мне нравилась. Мне кажется, она даже сейчас по детализации вполне неплоха. Заглянем в коробку. Что там у нас изменилось? Я помню, что в ипостаси 90-х годов меня еще все забавлял, что там был такой черный необычный пластик. Потому что все звездовские модельки, по-моему, были... Пластик был, по-моему, зеленый, там что-то такое, серый, по-моему, какой-то такой. А у этой был черный пластик. Так, что у нас здесь? Ну, собственно, комплектация небогатая, инструкция. Инструкция у нас, конечно, другая, не такая, как в 90-х годах. Я помню, инструкция в 90-х мне тоже жутко понравилась. Я сейчас, наверное, не буду искать ее фотографии, но там была на развороте на первом огромная такая убористая, ну, достаточно большая убористым шрифтом, мелким таким, историческая справка. То есть там прям очень подробно было написано про ПАК-40, про то, как она производилась, там про все особенности выпуска, там применения, там номенклатуры снарядов, там. Я даже на тот момент, ну, надо заметить, что никакой Википедии даже близко не существовало. То есть я, как ребенок, офигевал, что половину слов вообще не понимаешь, что там написано. Ну, ничего себе, так можно подробно про военную технику писать, типа, оказывается, такое бывает. Помню, мне это жутко нравилось. Но сейчас, конечно, описание сократили. Сейчас, собственно, все, что у нас уцелело, это
75-мм противотанковая пушка ПАК-40 была разработана германской фирмой Rheinmetall Borsig в 1938-1939 годах и принята на вооружение в 1941 году. Она предназначалась в основном для борьбы с танками и бронемашинами, а также для подавления минных точек, разрушения препятствий, укреплений легкого типа и уничтожения живой силы противника. Пушка могла успешно бороться со всеми образцами танков, имеющихся на вооружении армии стран антигитлеровской коалиции, поэтому в 1942-1945 годах было выпущено 23 300 таких орудий. И еще 2600 на самоходных лафетах. Ну, да. И, собственно, литники. Деталек вроде бы как бы очень немного. Инструкция переделанная. В мою бытность первоначальной сборки этой модельки, она, конечно, выглядела, инструкция немножко позамороченней. Что особо сказать тут нет. Я помню, что ствол был подвижный на лафете, то есть вот написано, что мы не приклеиваем, соответственно, можно было даже как бы поиграться немножко с имитацией отката ствола при выстреле. Также помню, что, то есть вообще, ну, скажем так, интерактивности у модельки было довольно много, это было прикольно, то есть там можно было и вверх-вниз подвижность у ствола была, сейчас, насколько я помню, по крайней мере, это должно быть так, вот сейчас я попробую посмотреть. Так, где у нас, собственно, ствол? Ну, сейчас я что-то смотрю и не совсем понимаю. Да, кажется, да, вот здесь мы не приклеим, то есть ствол был подвижный вот здесь. Хотя, конечно, рессоры вот эти, ну не рессоры, а такие, скажем, элементы подвески орудия, они, конечно, не будут подвижными, но какая-то подвижность была. Вправо-влево, по-моему, можно было поворачивать его, насколько я помню, ограничено, то есть на лафете. Станины были подвижными, то есть мы видим тут два положения: походная сборка и, собственно, боевое положение. То есть, в принципе, этими станинами тоже можно было играться при желании их там типа сложить, разложить и так далее. Ну, в остальном, в принципе, мне казалось, кстати, на тот момент, что набор был довольно детализирован. Да я вот сейчас смотрю, что для 1974 года, в принципе, ничего какого-то позорного по детализации я не вижу для такого рода наборов. То есть щит вот орудийный, причем двухслойный такой, меня всегда это забавляло. Ну и в конце у нас есть даже патронный ящик с 3 снарядами и, собственно, есть расчет. С расчетом прикол, короче, насколько я помню, расчет тут, по-моему, в отличие от пушки, ну, сама как ложится в масштаб пушка, я не уверен. Но вот расчет у нее был точно переразмерен, я насколько помню. То есть, это, может, мы еще посмотрим, но модельки расчета были не 35-го, а явно более крупного масштаба. Там какой-то была с этим ерунда связана. Ну, 74-й год, кто знает, что там у Толери были за мысли. Возможно, просто ошиблись, возможно, что-то не рассчитали, возможно, специально так задумывали. Но тут на самом деле модельки расчета, они для 35-го крупноваты. Так что, конечно, сейчас собрать с ними диораму, наверное, будет довольно смешно. Ну, сама пушка, в принципе, я не знаю, я не пытаюсь ее сейчас замерять ее длину, там сравнивать с... Может быть, и пушка переразмерена, но, в принципе, это, наверное, не так важно. Так, что видим? Да, так что расчет у нас, конечно, есть, но чисто номинально, скажем так. Куча красок, на самом деле, даже удивлен, что такая большая номенклатура цветов, казалось бы, для орудия используется. Ну, камуфляжная схема, соответственно, у нас тут, по-моему, два варианта, да, даются на серый и на камуфлированный. Ну, и как окрашивать расчет. Особо больше смотреть нечего. Можно глянуть на пластик. Всего две литниковые рамки у нас, и, соответственно, вот оно все на местах. Ну, пластик, скажем так,
буквально сходу бросается в глаза, что звезда, ну, хотя не то чтобы очень сильно озабачивалась качеством. На самом деле, да, видна куча утяжен. Вот, например, да, в том числе на заметных местах. Вот утяжены, вот утяжены. Здесь вот на казеннике орудия есть утяжены. Ну, соответственно, да, время не щадит никого. Ствол орудия с 2,5 вместе с дульным тормозом отлит. Ну, есть некоторое количество. Да, там, в принципе, канал ствола видно, что на одной половине какой-то не очень ровный. Так что да, в принципе, в 90-х годах эта моделька была не новой. К 2021 году, я боюсь, она, конечно, не помолодела, это точно. Так что шпаклей придется явно озаботиться. Есть утяжены на внутреннем, да, вот, кстати, по-моему, здесь немного разломано. 2,5, или это так задумано, я уже, честно говоря, не помню. Ну, посмотрим. Значит, ну, на внешней стороне орудийного щита вроде бы утяжен нет, но есть облой и следы толкателей в достаточно большом количестве, которые придется удалять. Так что да, перевыпуск с перевыпуском, но качество, конечно, тут явно не подновляли пресс-формы, а отлили как есть. Ну и вторая рамка, собственно, станины, ящик, карабины. Где у нас, кстати, снаряды? Снаряды были на этом, да, вот они. Колеса и так далее. Ну, и тот самый орудийный расчет. Конечно, довольно смехотворно отлитый. В частности, вот товарищ отлит у нас полностью практически вместе со шлемом голова. Огромного такого размера. Мужик. Ну, там некоторое количество снаряги, но, скорее всего, склеивать их даже бессмысленно будет, так как фигурки просто, ну, не ложатся в этот масштаб и выглядит довольно потешно. Хотя само орудие в целом, я думаю, выглядеть будет неплохо. Вот такой вот мини-ностальгический обзор. Мини-пришелец из детства. В конце концов, я думаю, саму пушку можно собрать даже сейчас. Хотя цена на набор, конечно, очень сильно завышена. Если по звездовским ценам брать, но это, конечно, смешно. То есть настолько старый и не особо качественно отлитый набор. Продавать там что-то в районе под 600, то ли 700, то ли даже 800 рублей. Ну, это что-то, конечно, уже звезда несколько обнаглела. А в остальном деталек мало и будет прикольно вспомнить прошлое. Ну что, всем пока.